Вы когда-нибудь были кому-то должны? Раньше я сидел в долгах по уши. И да, у меня не было этого гадкого гнетущего чувства, что я кому-то что-то должен. Правило моей жизни было «бери все, не отдавай ничего». Ну или, по крайней мере, кому должен, всем прощаю. Все началось с детства. Тогда я брал, конечно, не деньгами, а конфетами и игрушками. Вроде бы как поменяться, а сам исчезал. Эти игрушки, наверное, до сих пор пылятся где-то в подвале. Потом была школа с ее деньгами на школьные завтраки. В старших классах сигареты и так далее. В принципе, не гнушался я услугами вроде «дай списать, я тебе потом помогу». Потом такие услуги уже были далеко не детскими. И сколько девушек было со мной из-за моих лживых обещаний жениться на них. А как-то раз мне не удалось вернуть кредитный долг. Вышел я тогда буквально сухим из воды. Но особенно этим не горжусь. Денег много был не должен, зато у меня был адреналин и чувство полной безнаказанности. Ну да, был у меня страх кредиторов. И был страх, что какой-нибудь обманутый мной человек решит мне отомстить. Но этот страх, скажу я вам, был такой мизерный и минимальный, что я практически его не замечал. Я не знаю, с чего именно началась моя история. Сами видите, что недоброжелателей у меня была целая куча. Но, скорее всего, началось все совсем с другого. Прошлым летом я со своим, можно сказать, единственным и лучшим другом путешествовал по России. Деньги были, а еще было желание уйти куда-нибудь подальше от насиженного места, пока на этом месте все не уляжется. Сперва путешествовали поездом, потом автостопом. Было дело и пешком преодолевали некоторые расстояния. Так добрались до Урала. Здесь остановились в небольшом городе, название не важно. Мы забронировали место в местной гостинице с аналогичным к городу названием и решили пошататься по городу. Достопримечательностей тут было не ахти. Небольшой парк, дом культуры с колоннами, закос подмосковский большой и малый театры, большое озеро на краю города и поля с лесами, убегающие за горизонт. Скучно до смерти, в общем. Конечно, был тут и кинотеатр, и клуб, и кафешки, но разве кино смотреть мы сюда ехали? Хотелось чего-то такого, чего в нашем городе не найдешь. И тут видим объявление об услуге гадалки. Такое блеклое объявленице, без блеска и лишнего пафоса, нарисованное грубо на куске простой фанеры. Дай, думаю, зайдем мы с другом, погадают нам на дорогу дальнюю, все равно завтра в путь. Гадалка принимала не в каком-нибудь салоне, офисе или в другом украшенном под стиль. Посмотрите, какое все мистичное. Свечи, хрустальные шары, палки-вонялки, загадочные катушки Тесла. А в своей квартире. На пороге нас ожидала женщина лет 50 с лицом, поеденным морщинами, с огромной копной полуседых выцветших волос. Вообще она была похожа на цыганку, а может и на татарку. Мне это было не очень важно, зачем мне нужна была ее родословная. Мы сказали, что по объявлению, и она лишь кивнула, приглашая к себе домой на кухню. В общем, сперва гадала она моему другу, а мне сказала удалиться во время этого процесса в комнату. Когда же сеанс был завершен, мы с другом поменялись местами. Когда я вышел, то увидел, что гадалка мыла небольшую кофейную чашку. Видимо, гадала она ему на кофе. Я сразу понял, что сейчас попью кофейку и еще наслушаюсь всякой ерунды про меня. Но не так-то быстро. Когда друг вышел, а я занял его место пациента, гадалка налетела на меня, как коршун с неба. Ее морщинистые руки остановились в 20 сантиметрах от моего лба и принялись выписывать пассы и поддергивать пальцами, как это принято у магов из газет. Но вот лицо гадалки в этот момент искривилось в самой жуткой форме, что я когда-либо видел. Она начала издавать какой-то странный гортанный звук, нечто между шипением и гулом. Глаза ее закатились за морщинистые веки, и я сейчас наблюдал на себе белесый взгляд, словно ощутился в фильмах ужасов. Это было как-то внезапно, отчего я, по своей натуре ничего не страшащийся, был вынужден вжаться в деревянный стул, словно пытаясь его продавить. Но все закончилось так же неожиданно, как и началось. Старуха рухнула на стул рядом со мной и, достав дешевую сигарету, закурила, заполнив дымом всю кухню. «Вот что», — сказала она мне, — «за тобой идут трое. Всем троим от тебя что-то нужно. Первая женщина, волосы рыжие, хочет твою руку и сердце, а точнее твой член, отделенный от тебя». Я сглотнул, автоматически вспоминая всех тех дам, с коими имел счастье переспать по схеме «ты мне секс, а я тебе детей и свадьбу». Рыжих вроде бы не было,
И на тот момент моя уверенность в правдивости и силе этой эзотерички пошатнулась и рухнула. И я продолжил быть скептиком. Второй, продолжила она, это мужчина. Крови и жизни твоей хочет. Наверное, убить тебя. Кому ты там дорогу перешел? При этом она улыбнулась. Почему-то мне показалось, что улыбнулась недобро. Да вроде бы никому, сказал я. А кто третий? А третий? Ну, третий вот как раз самый опасный. Хочешь, помогу? Я кивнул. Хорошо. Она достала яйцо, иглу, банку с водой и небольшое блюдце. Некоторое время она над этим всем колдовала. Потом она очень быстро проткнула яйцо, откуда закапала кровь. Наверное, яйцо с зародышем, подумал я. Отдала она в конце своих стараний мне какие-то странные 3 узелка, которые при мне же и сплела. Сказала, что узелки нужно сжигать по 1 раз в месяц, тогда и проблемы мои рассосутся. А когда проблемы исчезнут, ты ко мне возвращайся, я тут кое-что доделаю. Ну, естественно, и заплатишь. Хорошо, сказал я, однозначно зная, что через такое долгое время я уже буду очень далеко отсюда. В общем, закончив наши сеансы с гадалкой, мы расплатились. Гадалка взяла деньги только с моего друга. Мне только сказала, что через 4 месяца я ей отдам деньги. Но мне-то и хорошо. А узелки я машинально закинул себе во внутренний карман куртки. Да так их там благополучно и забыл. Через некоторое время после продолжительного путешествия по стране мы вернулись домой. Тут вроде бы все поутихло, и мы зажили, как и жили раньше. Наверное, уже через полгода по возвращению я стоял на балконе и курил. Было прохладно, на дворе осень, посему я достал свою куртку. Из любопытства пробежался по карманам и тут же обнаружил те самые узелки. Один из них, скажу сразу, весьма разболтался, стерся и превратился в невесть что. Я улыбнулся, вспомнил ту самую историю и решил в шутку поджечь один из узелков. Поджег прямо тут, на балконе, а зажженную нитку отправил вниз. Тут-то и начались происходить странные случаи. Где-то через неделю-вторую мне сообщили по сарафанному радио, что одна моя бывшая, Галя, пропала без вести. Ездила она куда-то на экскурсию и пропала. Ни экскурсовод, ни другие туристы не видели, когда и как она пропала. Потом ее не нашли спасатели, прочесавшие все возможные места по маршруту следствия этой экскурсии. А нашли ее через 2 недели, где-то в окрестностях, отдаленных от нашего города-села. Смерть, как выяснилось позже, наступила от удушья. Причем ее никто не душил, никаких насильственных следов. Только вот на ногах были какие-то следы, словно кто-то ее тащил за эти ноги, уже мертвую. Как она оказалась так далеко от экскурсии, почему умерла от удушья, хотя астмой и прочей задыхательной хворью она не страдала, осталась загадкой. Но меня это касалось. Аж 2 раза касалось. Во-первых, эта девушка была одной из обманутых мной. Встречались с ней почти год, и я, имея на стороне еще парочку девушек для удовольствия моих потребностей, откровенно врал ей, что женюсь. Потом я исчез из ее жизни и старался в нее не лезть. А во-вторых, на теле Гали был обнаружен телефон, который, конечно же, разрядился. Но после зарядки данного устройства было установлено, что в последние минуты своей жизни она вызывала одного человека – меня. Но у нее ничего не вышло, ибо мой номер был старый, и дозвониться по нему было невозможно. Но вот из-за этого номера в ее телефоне меня и вызвали к следователю, где подробно опросили. Пока следователь листал дело передо мной, я краем глаза увидел фотографии, судя по всему, ее предсмертное фото. И как ни странно, там она красовалась с рыжими волосами. Конечно, в том, что перекрасить волосы, нет ничего необычного, но это напомнило мне слова гадалки. К следователю меня вызывали еще пару раз. Оказалось, что обманутая мной девушка тосковала по мне все время и не на шутку поехала крышей. В ее доме было обнаружено много моих фотографий. Некоторые фотографии без глаз, некоторые разрезаны на части, а также парочка кукол Вуду с моим изображением на лице и куча иголок, воткнутых между ног. А гадалка не врала, подумал я тогда. Конечно, может быть, все просто совпадение, но от происшествия пахло мистикой. Смерть у Галины была страшной, плюс куча невыясненных фактов, плюс ее рыжие волосы, плюс мои фотографии и куклы. Да, это заставило меня нервничать. Но если гадалка права, значит, есть еще 2, идущих по мою душу. Не зная, что там за последний безликий монстр, коего нагадала мне гадалка, я как-то этого не боялся. Этот самый опасный мне сейчас вырисовывался не хтоническим ужасом, а вполне себе реальным юридическим лицом, банком или коллектором. Боялся я все-таки того мужчину, который крови и жизни моей хочет.
Не забывайте, тогда еще не до конца был уверен в словах старухи. Медлить я тогда не стал и в тот же вечер на балконе сжег второй узелок. Вот тут долго ждать не пришлось. Буквально через 3 дня местная уличная братва поникла головой. Оказалось, что в тот же вечер скончался их дружище, тот, кому я задолжал некоторое количество деревянных в моих старых махинациях за автомобиль. Кто-то из этих парней, кои были знакомы мне с детства, предлагали мне хлебнуть «Жигуля» в память о погибшем, как братья. Настаивали даже принять на грудь беленькой, потому что так принято. Вот от них-то я и узнал, что этот брат все это время болел ангиной. А в ту ночь у него ни с того ни с сего начался приступ, и он начал задыхаться, и за 5 минут с пеной у рта задохнулся. Если честно, я впервые слышу, что от ангины можно вот так вот помереть. Но особенно вдаваться в подробности я не стал. Если же Галину мне было немного жаль, то вот этого морального недоделанного урода мне жаль не было. Итак, узелок остался один. Мне даже стало интересно. 2 узелка, 2 смерти. Сейчас я чувствовал себя человеком с пистолетом, с которого можно стрелять безнаказанно. И я его сжег. Теперь я жалею об этом. А тогда, когда я его достал, снова на балконе, последний узелок уже не выглядел нормально. Он практически развязался и был словно подрезанным с 3 сторон. Но сгорел он так же, как и все, только копоти от него было больше. И потрескивал он немного. Сначала ничего не произошло. Я не услышал никаких вестей о сгоревшем или обанкротившемся банке. Да и вообще никаких грустных слухов до меня не доходило. Но вот через 1,5 месяца в моей квартире зазвонил телефон. Старый телефон звонил длинным непрерывистым гудком. Значит, звонили по межгороду. Я даже думать не хотел, кто бы это мог быть в 3 часа ночи. Но по привычке я пошел в коридор и снял трубку. На мое «алло» никто не отвечал, в трубке молчали. Причем молчание было не каким-то там невероятным молчанием ужасного собеседника. Было ощущение, что на линии ошибка или был разорван кабель. Молчал сам телефон. Ни потрескивания, ни гудков, ни характерного для связи гула. Я положил трубку, но уже через 5 минут звонок повторился. Я снова поднял трубку, та же песня. Вот тут я случайно посмотрел в зеркало, висевшее тут же в коридоре. На мгновение мне показалось, что отражение мое не двигалось, а просто смотрело на меня. Какие бы телодвижения я ни производил. Но было темно, мне могло показаться. Даже взгляд моего зеркального двойника был не моим. Наверное, в 3 часа ночи люди все-таки должны спать, а не смотреть в потемках свое отражение. В ту ночь телефон звонил еще 2 раза. Я уже не брал трубку. И когда второй звонок прекратился, я пошел и вырвал из розетки телефонный кабель. Потом уже я попытался уснуть. Я уже почти спал, когда услышал тихий скрежет. Нет, это был не скрежет об обои или копошение в углу, шкафу или на кухне. Это был звук гвоздя о стекло. Мерзкий звук был настолько заглушенным и не столь резким, чтобы свести с ума. Он был продолжительный, словно кто-то очень долго, ленивой рукой вел по стеклу ногтями. Я уже думал, что мне показалось, когда звук прекратился и появилась длительная мертвая пауза. Но звук продолжился спустя некоторое время. А главное, я не понимал, откуда он доносится. Было ощущение, что это кто-то скребся по моему окну. Но оглянувшись, я не увидел в окне ничего. Ночной ветер колыхал занавески, а свет ночного города освещал пол комнаты безжизненным голубоватым светом. Решив, что это такой своеобразный гул в трубах или что-то не так у соседей, я все же уснул. Утром я не обнаружил в своей квартире ничего особенного. Все было на своих местах, ничего не пропало, ничего не было повреждено. Только вот зеркало, в которое я смотрел ночью, было каким-то не таким, потемневшим, что ли. Пару ночей после этого я спал нормально, а вот на 3-й день все повторилось. Также скрип стекла, телефонные звонки. Теперь к ним добавилось еще и ощущение, что в подъезде на лестничной клетке кто-то бродит. Я слышал эти гулкие редкие шаги. Я могу поклясться в этом. А утром я нашел иглу. Обычная швейная игла, воткнутая мне в дверь. Она вызывала у меня не столь чувство страха, сколько неприязни. Ну и какие еще возникают ассоциации при виде иглы, испачканной в красно-буром веществе? Лично у меня это ассоциировалось с наркоманом. Я понимал, что я так и не вернул долг гадалке за услуги. Конечно, поехать туда к ней и вернуть долг я теоретически мог. Но черт подери, ехать в далекий-предалекий город, название которого я даже не помнил, и не помнил, где именно он находится. Я даже позвонил своему другу, но тот оказался в больнице. Вроде ничего особенного у него не стряслось,
Попал в несерьезную аварию, где не получил никаких травм, но у него был психический срыв. Лежал он в неврологическом отделении. На мои вопросы, что с ним случилось и что за город, в котором мы тогда были, он безумным голосом сказал: «Ты!», а затем начал рыдать. Рыдать как-то не по-человечески. Когда снова наступила ночь, я был во всеоружии. Я думал, что купленная мной днем в церкви Библия и бутыль святой воды – это все, что мне надо. Вы, наверное, правильно поняли, если подумали, что я ошибся. Я старался не спать, сидел в кресле, курил, пил кофе. Но к 3 часам глаза стали слепаться, и вот когда глаза мои почти закрылись, и я стал медленно погружаться в сон, я услышал шаги. Отчетливые шаги в подъезде. Или они были в коридоре? Я не понимал. Включив заготовленный изначально фонарик, я направил свет в коридор, но там было пусто. Медленно я прокрался к двери. Небольшая кожаная книжица Библии была у меня в кармане, а в руке я сжимал бутыль со святой водой. Я был уже у двери, когда странные шумы за ней внезапно прекратились. Выглянув в глазок, я ничего не увидел. В подъезде было пусто. Но стоило мне отойти от двери на 1 шаг, как дверь и весь коридор содрогнулись от серии сильнейших ударов. Было ощущение, что кто-то бьет в мою дверь ногой, пытаясь сорвать ее с петель. Я попятился назад, машинально поливая перед собой водой из пузыря. Стук прекратился. Все погрузилось в мертвую тишину. И вот тут-то я услышал скрип по стеклу. Меня объял ледяной ужас, сковавший мое движение. Звук шел справа от меня, совсем близко. Я не хотел оборачиваться. Не хотел, но что-то внутри меня словно манипулировало моим телом. Моя голова сама стала разворачиваться в ту сторону. Я чуть не опорожнился прямо на месте. Мое отражение было уже далеко не моим отражением. Оно выглядело совсем не так, как я, и стояло ко мне лицом, а не боком, как в данный момент стоял я. Руки моего зеркального двойника лежали на зеркальной поверхности, медленно опускаясь и поднимаясь, ощупывая стекло. Оно то ли смотрело на меня, то ли смотрело в пустоту. Я не видел его глаз, они сочились длинными темными струйками, стекающими по зеркалу вниз, на пол. При всем этом зеркало потрескивало, словно кто-то с силой на него давил. Это могло продолжаться вечность. Я уже и не помню, когда я нашел в себе силы и, подняв бутыль, плеснул остатки святой воды в отражение. Нет, дикого рева и взрыва не было. Просто у меня в ушах стало дико звенеть, а голова наполнилась гулом, как при изменении давления. Отражение мое поплыло, а может, поплыло у меня перед глазами. Последнее, что я увидел, было то, как мой близнец из зеркала поднял руки, плавно, расплывчато, как во сне, а затем всем своим телом налег на зеркало изнутри. Раздался хлопок и звон зеркала. Сейчас я лежу в больнице, в психиатрии. Никто мне не верит. Мой рассказ о зеркальном двойнике легко объясняют бредовым психозом. Но я многое понял. Главный закон Вселенной – за все нужно платить. И если что-то дается вам в дар, не думайте, что это безвозмездный подарок. Любой, кто однажды вам помог или что-то дал, рано или поздно может вызвать его, того, кто придет забрать долг. Он так похож на тебя, тот, кто читает сейчас этот текст, который я набираю на своем старом планшете, что ты не сразу поймешь, что перед тобой он, что это он, а не твое отражение. Сейчас я понимаю, что именно он убивал моих старых кредиторов, чтобы в конце концов добраться до меня. Ведь тот третий и был я. Видимо, я сам себе задолжал. Жил неправильно и задолжал. А он забрал мой правый глаз.